Добрый день! Рада всех приветствовать и рада всех видеть на моем канале. Меня зовут Юлия, и я йога-тренер. Сегодня у нас очень классный комплекс, направленный на женское здоровье. Не откладываем. Садимся на коврик поудобнее. Кисти рук обязательно заводим под ягодицы, отодвигаем их чуть подальше и обязательно поерзайте на коврике. Но если вам неудобно так сидеть, у вас очень сильно зажаты либо неприятные ощущения в тазобедренных мышцах, либо вам сложно сгибать колени, то самое простое положение, в которое вы можете сесть, это выпрямив ноги. Здесь мы тоже заводим ладони под ягодицы, отодвигаем их чуть подальше. Обязательно поерзали на коврике, и кисти рук у нас располагаются рядом с ягодицами. Мы их не уводим вперед и не уводим назад, не ложимся, мы их держим рядом с ягодицами. Либо также может быть упрощенный немного вариант, как мы сядем. Это возьмем подушечку, либо сложенный плед, либо, например, кирпичики, если у вас есть, и сядем именно на него. За счет того, что тазобедренные у нас будут повыше, но обратите внимание, мы на кирпичик не садимся полностью, мы садимся буквально прям вот на край кирпичика. То есть вот он у нас как раз край, и мы ягодицами располагаемся прямо на краю. Как будто бы мы сейчас, знаете, с вами съедем. Обязательно из любого положения заводим ладони под ягодицы и отодвигаем их чуть-чуть подальше. Обязательно начинаем дыхание животом. С каждым вдохом постарайтесь раздувать живот, словно шар, а с выдохом мы его втягиваем. Продолжаем дыхание животом. На вдохе раздувая живот, выдох, втягиваем. Из этого положения обе кисти руки мы опускаем на колени, и если вы сидите в позе лотоса, то кисти рук просто свисают с коленей. Продолжая дышать животом, подбородок чуть-чуть уводим к груди. Продолжаем дышать животом. Вдох и выдох. Закрыв глаза, полностью отслеживаем ощущения в теле. Постарайтесь сосредоточиться на каждом вдохе и выдохе. Вдох. Живот раздуваем, словно шар. Выдох. Втягиваем. Все свои мысли и всю суету постарайтесь оставить за пределами нашей комнаты. Здесь и сейчас мы занимаемся собой и своим телом. Вдох. Живот раздуваем, словно шар. Выдох. Расслабляем напряжение и натяжение в своем теле. Не открывая глаз, опускаем правое ухо на правое плечо. Плавно прокручиваем голову назад, влево и вперед. Продолжаем круговые движения головой. Вправо, назад, влево и вперед. Полностью отслеживая движение мышц шеи в нашем теле. Вправо, назад, влево и вперед. Закрыв глаза, полностью постарайтесь погрузиться в ощущения в нашем теле. Продолжаем также дыхание животом. Со вдохом живот раздуваем, словно шар. Выдох, втягиваем. Продолжаем дыхание животом. Со вдохом раздуваем живот, словно шар. Выдох, втягиваем. И заключительный круг. Вправо, назад, влево и вперед. Подбородок остался у груди. Делаем глубокий вдох. Левое ухо опускаем на левое плечо, голова пошла назад, вправо и вперед. Круговые движения очень-очень плавные, но теперь уже в левую сторону. Влево, назад, вправо и вперед. Продолжаем плавные круговые движения, но теперь уже в левую сторону. Обратите внимание, как с каждым кругом ваши мышцы шеи разогреваются. Влево,
назад, вправо и вперед. И еще круг. Подбородок оставили у груди. Делаем глубокий вдох и выдох. Сделайте замок руками, положите кисти рук на затылок, локти, обратите внимание, смотрят вниз. Полностью опускаем голову, смотрим вниз, делаем глубокий вдох. И на выдохе расслабляем напряжение и натяжение в теле. Вдох и выдох. Из этого положения очень-очень аккуратно приподнимаемся и уходим в позу бабочки. Стопы соединили, кисти рук зафиксировали замком, но обратите внимание, мы не делаем резких движений, к которым обычно привыкли, и я тоже ходила на физкультуру, нас заставляли именно делать, как будто бы бабочка машет крыльями, но не делайте резких движений, наоборот, двигаемся очень-очень плавно, стараемся опускать каждое колено к коврику, правое, затем левое. И ни в коем случае, пожалуйста, девочки, не делаем резких движений для того, чтобы избежать травмоопасности, и, соответственно, для того, чтобы избежать срыва мышцы. Делаем глубокий вдох, выдох, обязательно покачались. Делаем глубокий вдох, выдох. Прочувствуйте, как начинают расслабляться мышцы, как начинают они у нас полностью разогреваться. Из этого положения очень-очень аккуратно собираем наши ноги и уводим их назад. Устраиваемся в планку. Покажу, девочки, несколько вариантов планки. Первое. Очень внимательно отстраиваемся. Кисти рук четко на одной линии с плечом. Руки не широко, а четко под плечами. Из этого положения ноги сгибаем в коленях 90 градусов и обязательно зацепились подушками пальцев за коврик. Из этого положения, возможно, вы уйдете в полупланку. Это когда выпрямляется одна нога, а вторая, соответственно, остается. Кто хочет уйти в планку, то тогда уходим в планку, но смотрим, чтобы копчик не уходил наверх и не было прогиба. Выстраиваем корпус параллельно коврику. Но у кого есть проблемы с кистями рук, либо была травматизация, то вам рекомендуется планка на локтях. Поэтому каждый выбирает комфортный для себя вариант и держим планку. Делаем глубокий вдох и выдох. Опускаем колени. Из этого положения плавно зацепились подушечками пальцев и выталкиваем копчик наверх. Собака мордой вниз. Напомню, что в этой позе обязательно это расслабление мышц шеи, поэтому не напрягайте ее. Но если ваши ноги еще не дотягиваются до коврика, то вы можете согнуть ноги в коленях. Самое главное, это у нас движение таз выталкиваем как будто бы наверх руками. Делаем глубокий вдох, поднимаем правую ногу, также насколько получается. Но самое главное, не разворачиваем наш таз. Делаем вдох, на выдохе сгибаем правую ногу и уходим вперед. Опускаем левую стопу. Зафиксировались. Итак, сейчас мы вместе с вами ушли сразу же в позу голубя. Но если у вас первого раза не получилось, ничего страшного. Итак, выпрямляется полностью наша левая нога. Согнули правую ногу. Таз мы полностью закрываем, то есть не уводим в бок нашу левую ногу, полностью закрыт наш таз. Угол у нас острый правой ноги, но здесь у всех будет свое положение. В этой позе вам сейчас легко, у вас нет абсолютно никакой работы и вы ничего не чувствуете, вы счастливица. Поэтому мы плавно приподнимаем пятку чуть-чуть повыше, стараемся отстроить 90 градусов правой ноги. Но если вы чуть-чуть приподняли пятку и уже вот здесь есть натяжение, напряжение, то тогда остаемся здесь. Немаловажный фактор. Иногда корпус немного заваливается и бедро приподнимается просто в силу того, что у нас нет опоры сзади. Как вы уже догадались, нам поможет кирпич. Мы плавно приподнимаемся и под ягодицу подкладываем прям край кирпича, чтобы таз смотрел вниз. Из этого положения мы плавно опускаемся на локти. Напомню, у всех будет разное положение правой ноги. Фиксируемся здесь.
Делаем глубокий вдох и на выдохе расслабляем полностью напряжение и натяжение в вашем теле. Вдох и выдох. Плавно выпрямляемся, полностью ложимся, отдыхаем. На каждом выдохе расслабляя напряжение и натяжение в вашем теле. Очень-очень плавно возвращаемся на локти. Делаем глубокий вдох. На выдохе возвращаемся на руки. Из этого положения убираем кирпичик. Зацепились левой стопой за коврик. Приподнимаемся. Правая нога пошла назад. Сгибаем левую и уходим левой вперед. То же самое, да? Если вдруг заваливается ваш таз, взяли кирпич, подложили под ягодицу, прям краешек, не полностью. И из этого положения устанавливаем удобный, комфортный угол для вашей левой ноги. То есть он такой же либо будет острый, либо чуть-чуть повыше поднимаем. Как кому удобно. Отлично. Устроились поудобнее и опускаемся на локти. У всех также такой эффект, что, допустим, правая сторона тянется лучше, левая хуже. Это нормально. Значит, с одной из сторон, та, которая тянется хуже, вам нужно поработать поактивнее. Ну а сейчас мы продолжаем работать с левой стороной. Закрываем глаза, делаем глубокий вдох и выдох. Выпрямляем полностью руки, если хочется. Очень плавно возвращаемся на локти и возвращаемся на руки. Зацепились правой стопой за коврик, отрываемся, таз, уходим назад. Из этого положения большой палец опускаем на большой палец. Прочувствовали, как потянулась как раз наша и правая, и левая стороны. Расставляем бедра как можно шире, но внимание, очень внимательно к своему телу. Мы не создаем дискомфорт. Опускаемся на локти. Из этого положения таз толкаем назад, выпрямляем руки и ложимся, отдыхаем. Делаем глубокий вдох и на выдохе с закрытыми глазами обязательно отслеживаем, как поработало наше тело. Как растянулись наши тазобедренные. Делаем глубокий вдох и выдох. Очень плавно возвращаемся на локти. Из этого положения аккуратно собираем наши колени и отстраиваемся. Кисти рук под плечами, колени под бедрами. Можно стопы опустить, кошка, корова. Скругляем спину наверх и опускаем живот к коврику. Снова наверх и вниз. Наверх и вниз. Вдох наверх, выдох вниз. Вдох наверх, выдох вниз. Далее, когда будете скруглять спинку наверх, зафиксируйте здесь. Плавно уходим в прогиб и фиксируемся здесь. Аккуратно выравниваемся, опускаем ягодицы на пяточки и уходим на коврик, ложимся, отдыхаем. Выпрямляем наши ноги и выпрямляем наши руки. Самая любимая поза у меня в классе – это когда мы лежим в шавасане. Но так как у нас с вами очень короткая практика, да, для женского здоровья, поэтому в шавасане мы лежать не будем с вами. Но обязательно потянем еще раз тазобедренные наши, поэтому ноги полностью сгибаем и кистями рук фиксируемся за стопы. Согните колени, и вот здесь вот важно, колени уходят рядом с вашим корпусом. Обхватываем, держим. Стараемся также дышать животом, на выдохе расслабляя напряжение и натяжение в теле.
Также, если у вас болезненные менструальные дни, этот комплекс только для вас. То есть очень классный, очень как раз здорово разогревает ваши тазобедренные. Где-то за 3 дня до срока желательно, да, сделать этот комплекс, продолжать его выполнять, когда у вас данный этап идет. Вот, поэтому очень-очень внимательно к своему телу относимся. С каждым выдохом мы расслабляем напряжение и натяжение в теле. Не забываем, девочки. Прям прикрываем глаза, делаем глубокий вдох. И на выдохе расслабляем напряжение, натяжение в теле. Из этого положения аккуратно расцепились, немного отдыхаем. У нас такой небольшой перерыв. Выпрямили ноги, потянули носки. Вперед, прочувствовали наше еще дополнительное раскрытие тазобедренных мышц. Делаем глубокий вдох и выдох. В этом положении плавно собираем наши ноги, стопа к стопе, пятки максимально близко к корпусу, кисти рук зафиксировали на бедрах, делаем глубокий вдох и на выдохе расслабляем напряжение, натяжение в теле, прям прикрываем глаза. Вдох, живот раздуваем словно шар, выдох. Расслабляем напряжение и натяжение в своем теле. Еще раз вдох и выдох. Каждый выдох направляйте в ту точку, которая сейчас у вас напряжена. Расслабляем полностью мышцы, которые у вас сейчас напряжены. Вдох. Живот раздуваем, выдох, втягиваем. Из этого положения очень аккуратно собираем наши колени, приподнимаемся и садимся в ту позу, с которой мы начинали наше занятие. Поправьте ладонями ягодицы, прокручиваем плечи, прямая спина. Прочувствуйте разницу, да, в ощущениях, когда мы только-только с вами начинали эту короткую тренировку, ощущения в тазобедренных, и сейчас, когда они у нас плавно разогрелись. Обязательно кисти рук соединяем перед грудью, растираем до жжения и теплоты на ладонях, прям согреваем. Представьте, что вы в таком морозном холодном лесу, и вам нужно обязательно согреться. Закрываем глаза, накрываем ладонями глаза, делаем глубокий вдох. И на выдохе открыли глаза, поморгали, отрываем ладони от лица, перекрестили их между собой, опускаем на плечи и плавно проводим по рукам. Проводим по каждой руке, мысленно сказали слова благодарности правой руке, слова благодарности левой руке и слова благодарности всему своему телу. Обязательно, девочки, поблагодарите все свое тело, прямо обнимите, поблагодарите мысленно себя, скажите, какая же я молодец, что сегодня открыла эту тренировку и позанималась. Я благодарю всех, кто посмотрел эту запись, обязательно жду ваших комментариев, возможно, ваши предложения по тренировкам, какие бы вы еще хотели видеть тренировки на моем канале. Обязательно, пожалуйста, поставьте лайк, благодарность за тренировку, если вы себя почувствовали хоть чуть-чуть лучше, обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно, это меня очень классно мотивирует на создание еще таких коротких классных тренировок. Всем желаю чудесного дня, замечательного настроения и увидимся с вами на следующем занятии. Пока-пока!